Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о направлении роста волосков. Мы уже изучили формы, мы знаем, что они простые, прямые, их так легко воспроизводить. Мы знаем, что нужно сохранять максимальное количество волосков клиента, но сегодня затронем тему, которая смущает многих мастеров, которые рисуют по схемам. Они выучат какую-то одну схему, она у них получается, и они ее лепят на всех подряд. Как, например, вот на этих фотографиях. Я замазала мастеров, потому что технически работы выполнены очень хорошо. Посмотрите, какие хорошие тонкие волоски. Но посмотрите, как некрасиво и грязно смотрится, когда волоски нарисованные не совпадают по направлению с волосками клиента. Ну, то есть, что это? Вот они идут, вот их направление, и вот нарисованное. Некрасиво, мне не нравится. Ну, то есть, конечно, всякие разные бывают случаи, но вот это все смотрится грязным. И максимально нужно волоски совмещать по направлению, нарисованные с родными, куда бы они ни шли. И даже если вы сильно меняете форму, тогда это не будет очень сильно бросаться в глаза. Итак, давайте вернемся вот к этой брови и ее разберем. То есть, если рисовать форму, то она здесь, как обычно, простая, классическая, с прямыми линиями. И если брать линию, которая меняет направление, то вот где-то вот возле головки здесь уже она начинается. Смотрите, ее хорошо видно. И она проходит через всю практически бровь. Эта линия, или линия гид, или как ее можно еще назвать, она есть так или иначе практически во всех бровях. То есть до этой линии волоски идут в разных направлениях, но в основном вверх, и как бы в эту линию вливаются, а выше нее идут уже волоски, которые идут вниз. У них тоже свое направление, они все разные по фактуре, длинные, короткие, пушковые и так далее, это мы разберем в следующих уроках. Но вот эта линия, она как бы как расческа, как линия, до которой можно рисовать только вверх, а после которой только вниз. Крайне редко, когда я работаю на аллопециях, когда вообще нету ни одной волосинки, я могу осознанно эти линии пересекать и делать там интересный рисунок, перепад теней, но мы это пройдем на уроке аллопеции. А когда это своя бровь, и мы вписываемся в нее, то надо первое, что сделать, это найти форму, в которой вы будете работать. Мы очень много времени уделили формам, и у вас сейчас они уже просто как семечки от зубов отскакивают. А теперь нам нужно понять, где у нас проходит вот эта линия, которая разделяет волоски, растущие вверх и растущие вниз. На вот таких волосатых бровях тут все понятно. Давайте возьмем брови тоже волосатые, но с другим вообще направлением роста волосков. То есть здесь волоски все, посмотрите, в общем и целом, при отличной форме растут вверх. То есть здесь по сути этой линии нету. То есть такие брови тоже иногда попадаются. И если вдруг к вам придет перещипанная местами или какая-то редкая бровь, в которой волоски растут вот так все вверх, то, пожалуйста, рисуйте так же. То есть что мы здесь делаем? Я, в принципе, здесь, я сейчас покажу следующую бровь, на которой почти все вверх, но тем не менее есть вниз. То есть здесь есть некое пересечение друг с другом, волоски более пологие, более какие-то вертикальные, но тем не менее они все имеют тенденцию роста вверх. Так и рисуем. То есть мы, находясь вот в этих вот рамках нашей формы, волоски укладываем с учетом их толщины именно так, как они вот здесь нарисованы. И вы должны привыкнуть, вы должны научиться анализировать брови и видеть рост волосков и воспроизводить. Сначала мы много порисуем волоски на идеальных бровях, а потом мы научимся вписывать волоски в перещипанные брови. Это будет отдельное большое количество уроков, потому что это целая наука. Смотрите, вот здесь вроде бы тоже при прекрасной форме волоски, давайте разберем по частям эту бровь. То есть у нас получается те самые простые классические формы. И наша бровь, это, как вы помните, да, это не вот это вот запятая. Вот эти все волоски тоже входят в бровь. Они все нам тоже очень сильно нужны для того, чтобы бровь была красивой и реалистичной. И вот когда вот так мы прорисовываем, становится видно, что здесь есть эта линия
изменяющая рост волосков, но она проходит вот здесь. Прям вот по верхней части, смотрите, у нас все равно есть волоски, которые растут условно вверх, они наклоняются, соединяются, пересекаются под разными углами, но они все имеют вот такое направление. И у нас есть волоски, которые незначительно, но они растут вниз, и они собой формируют, они важны, они собой формируют излом и такую особую красоту на этой брови. Поэтому мы должны чем заниматься все это время, вот пока учимся, пока изучаем брови, мы должны усиливать насмотренность, разглядывать брови, смотреть, куда они растут, потому что брови есть разные. Некоторые можно зачесать наверх все, некоторые можно зачесать и сделать какими-то более низкими. Есть волоски, которые вообще невозможно сдвинуть сверху, они как приклеенные, то есть их невозможно уложить без специальных средств. И вы должны перед тем, как анализировать бровь, перед тем, как прорисовывать эскиз, всегда уложить бровь так, как она будет в жизни у человека находиться, ну, процентов 90. То есть, конечно, при выходе в ресторан можно сделать какой-то безумный макияж или не безумный, красивый макияж, как-то уложить брови, сделать их шире, ярче, макияж, в общем, ярче. Но в жизни человек должен выглядеть так, как он умылся и побежал, ну, там, условно, немножко подкрасил глаза и побежал на работу, там, еще куда-то. Поэтому перед тем, как рисовать эскиз, вы должны уложить брови так, как они будут выглядеть у человека в жизни, и уже потом дорисовывать в пустых местах волоски. А пустые места мы определяем как? Сначала строим форму. И это мы сейчас с вами разбираем брови, можно сказать, идеальные, эталонные, но мы сейчас подойдем с вами и к бровям совсем не эталонным. Вот здесь совсем другая укладка. Это условно азиатские брови, то есть это то, что я вначале показала, где были испорченные брови. Там была попытка вот примерно такие брови воспроизвести. Это красивые формы брови. Единственное, что у них, если создать форму, обычную нашу классическую, если прочертить все эти линии, поделить тело брови, то смотрите, примерно аж от середины тела брови резко все волоски идут вниз. Азиатская бровь обычно в головах у всех сразу возникает вниз растущие волоски, но такая бровь бывает и у европейцев часто, и ну, прилипло такое название. Ладно, будем продолжать, в принципе, так же. В чем ее отличие? Большая часть волосков имеет резко нисходящее направление, то есть вот примерно вот отсюда, смотрите, уже волоски идут вниз, и они не то, что там пушковые поверху и какие-то такие, а они прям ярко выраженные, вот такие вот прям идущие вниз от внешней части брови до нижней части брови, достаточно рельефные, объемные волоски, то есть вот она, азиатская бровь, бывает даже вот прям вот отсюда отходит, причем здесь не очень хорошее качество, вполне возможно, что вот так вот они идут примерно, то есть вот здесь идут волоски, которые идут вверх, и вот тут они встречаются, то есть наша линия, которая меняет направление волосков, находится примерно вот в этой части. То есть мы должны первое, что делать, это рисовать форму, чтобы понять, где нам надо заполнить пустые места. А второе, что мы делаем, это вот даже первое время вы можете просто вот так брать и ручкой проводить линию для себя, для вас она должна быть таким стопом, то есть до нее вы рисуете вверх, после нее вы рисуете волоски, повторяя направление своих, если они растут вниз, рисуете вниз. И давайте разберем, давайте глянем еще раз на вот эти волоски, о которых я говорила, то есть вот они, да, и вот эта вот девушка, смотрите, это прям пример того, как не надо делать. Я нашла просто эту фотку в интернете, то есть вот это та самая азиатская бровь, ее можно было сделать красивой. Во-первых, смотрите из ошибок, что если разбирать, что здесь нехорошо, это то, что тут нету формы, о которой мы говорили, то есть если создавать форму классическую с прямыми линиями, то она должна быть примерно такая. Здесь какие-то сплошные изгибы, сплошные странные вот эти вот формы. Это какая-то получается пиявка у нас, а не бровь. Это во-первых. Во-вторых, мастер вообще по простому пути пошел, он сбрил бровь, оставил какой-то пучочек вот тут в головке, все остальное сбрил, вот везде щетинки, вот в этих частях. Это вообще некрасиво. Так, что бы сделала я? Ну, давайте, если рисовать форму, сохранить все волоски клиента, то есть вот она у нас головка, можно сделать шире, не проблема, головку и восходящей, то есть мы вот сюда
Так, мне нужен более яркий. Или давайте голубой цвет возьмем. Кожа засвеченная. То есть вот у нас ямка. Вот здесь у нас примерно может быть головка. Захватываем все волоски клиента, идем вверх. То есть какую-то часть волос, безусловно, придется удалить, потому что они практически навеки лежат. Находим уголок, как мы это делали постоянно. Захватываем все возможные волоски в хвосте клиента и прорисовываем. Ну, вот таким образом можно было бы бровь нарисовать. И что давайте выберем цвет, подходящий под ее волоски. И уже на ней порисуем, находясь в этой форме. То есть что здесь можно было сделать? Здесь, кстати, волоски самые благоприятные для рисования. Они как паутинка. То есть можно было бы сделать прям конфетку из этих бровей. То есть в головке, в первой части, как обычно, волоски могут располагаться, иметь направление вверх. Вот здесь у нас уже идет, видите, уже наклоняется, но еще можно, но вот здесь уже наклоняется, и волоски идут вниз. То есть наша линия гид находится, сейчас я на другом слое нарисую, вот она где. Вот она. Видите, да? Даже если постараться, то можно вот тут ее провести, потому что вот волоски, которые идут вниз, уже здесь видны. Но когда волоски пушковые, конечно, можно чуть-чуть поиграть с этими всеми направлениями. Не тот, чтобы было в итоге симпатично. То есть вот здесь я нарисую линию, которая меняет направление. А вот здесь я буду рисовать уже волоски. Так, вот мы нарисовали волоски, идущие вверх. Вот здесь они еще могут идти вверх. Вот здесь они уже начинают идти вниз. То есть зависит от того, хотим ли мы еще и акцентом приподнять бровь. Мы можем сделать пучки вот здесь вот поярче еще в изломе, в верхней части. То есть вот этот вот пучок яркий свой, перенести его яркость вот туда. И все, смотрите, я сейчас уберу все, чтобы нам не мешало. Так, знаете, все да не все за исключением вот этих вот по нижней линии волосков. Мы же их должны убрать все-таки. И у нас получается бровь с волосками, у которых направление идет вниз, и она выглядит натурально, она выглядит родной, просто ухоженной. Ну, понятно, что там надо было бы выщипать хорошенько, чтобы была чистая кожа. Вот. И если уменьшить лицо, и она сидит на месте. Ну, можно было бы, например, вот здесь вот волоски в головке чуть-чуть прозрачнее сделать, не такой квадрат яркий, да. Можно было бы хвост сделать поярче, например, вот в этой части, подлиннее, если захочется, чтобы обрамление у глаза стало лучше. То есть вот эти детали, то есть можно вот здесь вот линию более плотно сделать по нижней линии, чтобы визуально раскрылся глаз. Но при том, что форму я изменила минимально, все волоски сохранила на этой брови, не нарисовала вот эту кляксу, как вот сбоку она нарисована, вот эту пиявку бесформенную, которую сложно перенести на соседнюю сторону. И эта бровь выглядела бы очень натурально. Ну, вот это то, что должно быть на лице вашего клиента. Давайте теперь поработаем с обычными людьми, которые будут приходить к вам на процедуру, совершенно обычными. И поймем, знаете что есть у нас линия, которая меняет направление роста волосков. Но количество волосков, которое мы будем рисовать, вот смотрите, я сейчас ее нахожу, вот у нас эта линия на левой брови, и, ну, вот примерно вот здесь на правой брови. Количество волосков, которые будут идти вниз или вверх, оно может быть разным в зависимости от того, какую форму для конкретного клиента вы выберете. То есть, если я хочу сделать такую резкую бровь с таким ярко выраженным изломом, то у меня получается, что основное количество волосков будет идти сверху вниз, да, то есть те самые волоски, которые вот, ладно, давайте уж это дорисовать, вот волоски,
Я буду их дорисовывать, чтобы потом прям на портрете показать, как важно направление и как мы его вписываем в новую форму. То есть, вот, допустим, я бы хотела вот такую форму нарисовать, да, вот она. А теперь я ухожу опять сюда и прорисовываю другую форму, более спокойную. Например, я хотела бы сделать бровь практически прямой, да, то есть я выравниваю ее, ну или пожелание клиента было бы. Вот такая бровь у меня была бы. Такая мягкая. Вот такие формы часто строят нитками, когда работают мастера. Потому что мы сейчас не смотрим, идет или не идет этому клиенту эта бровь, а мы смотрим, какие могут быть формы с сохранением всех волосков и как меняется рост волосков в этом случае. Вверх растущих, вниз растущих, в зависимости от формы. Так, и выбираем цвет. И смотрите, здесь тогда в головке мы рисуем волоски, идущие вверх на правой брови клиента. Форму головки, естественно, обсуждаем. До красной линии волоски идут еще вверх тоже. До красной линии волоски идут еще вверх. Дальше они уже ложатся. Повторяем точно направление волосков клиента. Останавливаемся у границы. То есть у нас нет задачи прорисовать какие-то супер длинные изогнутые волоски. Мы просто стараемся нарисовать точно такие же волоски, какие растут у клиента. И повторить их направление. Так, сейчас я вторую тоже подрисую. Так, и теперь смотрите, что у нас получается. Мы убираем. Так, вторая получше получилась, потому что я просто цвет более удачный выбрала. Но на самом деле количество ненавистных мастерами волосков, которые идут вниз на левой брови, прям гораздо больше. Это уже практически азиатская укладка получается, да. А на правой брови это такая смешанная или как бы европейская укладка, ну не европейская, а смешанная скорее. То есть ни нашим, ни вашим. Когда половина волосков растет вверх, половина волосков более-менее полого растет вниз. И вот это все зависит от формы, которую вы выберете конкретному клиенту. Если мы хотим сделать лифтинг, то мы должны быть готовы к тому, что волоски в основном будут направление иметь вниз. Но опять это зависит от своих волосков, которые растут у клиента. Итак, что мы делаем первое? Мы оцениваем лицо клиента. Сейчас выберем еще одну девушку, сложную, суперсложную. Давайте оцениваем лицо клиента. Что бы нам здесь хотелось сделать? Квадратный лоб, странный макияж, слабый маленький небольшой подбородок. То есть вообще на самом деле я бы здесь сделала направление ресниц для начала в другую сторону, потому что из-за того, что они вот так торчат, создается ощущение, что брови слишком низко висят по отношению к глазам. Вот, ну, то есть такой лисий более глаз сделала бы благодаря ресницам, потому что они классные, длинные, но зачем делать такой безумный макияж, какие-то паучьи лапки? Ну ладно. Оцениваем, что бы мы хотели изменить. Ну, конечно, здесь хочется какой-то излом придать, чтобы вот эту квадратную форму разбить, и чтобы от глаз все-таки бровь чуть-чуть увести, да. И если начать, как обычно, с того, чтобы построить форму, да, то я пытаюсь сохранить все волоски по низу, то есть вот я очерчиваю линию, автоматически у меня есть уже верхняя, ну, ширина головки, которая задает всю форму брови, всю толщину брови. И у меня есть излом, да, и чтобы все волоски сохранить, я вот такую линию, форму прорисую. То есть итого у меня получилась бровь восходящая с волосками, которые куда растут. То есть здесь надо смотреть, волоски когда-нибудь там росли свои, они вырастут или нет. То есть здесь есть вариант, что клиент нащипал волоски вот в этой части, просто сам создал вот такую безумную форму, потому что форма действительно очень странная. А есть вариант, что они никогда не вырастут, и уже там 10 лет пинцет никто не трогал. Поэтому здесь мы тоже определяем линию, которая меняет направление. Она такая здесь достаточно странная, то есть ее можно вот здесь, например, провести. То есть вот до этой линии волоски растут вверх, ниже нее, выше нее волоски растут уже вниз. И сейчас мы прорисуем уже прямо на ней. То есть смотрите, вот здесь я могу вот эти волоски продлить. Просто они даже могут слегка выходить, потому что вот эта конкретная бровь, она с жесткими волосками, и можно заскочить на соседнюю территорию, так сказать. А здесь уже волоски начинают расти вниз.
То же самое мы делаем, все как обычно. Прям вот смотрите, я стараюсь вписаться в свои волоски, то есть я пытаюсь их как бы продлить, вот такое, чтобы было ощущение. Ну вот эти волоски явно просто загнулись, то есть они там нормально растут в нормальную сторону. Все. Что здесь можно было бы еще сделать? Можно было бы сделать эту бровь, ну, прям очень широкой. Ну, давайте попробуем, но я не думаю, что это будет красиво. Так, делаем эскиз более прямым. То есть вот здесь дорисуем и вот здесь дорисуем. То есть это вот то, что любят опять, когда чисто нитками рисуют, когда выходят очень сильно за периметр. Ну, на вкус и цвет товарища нет. И то, что нравится мне, не обязательно нравится всем. Поэтому будем все варианты пробовать. Так, волоски рисуем уже здесь. И мы забыли линию, меняющую направление. Так. Так, давайте найдем здесь линию, меняющую направление. Но она вот примерно вот здесь может проходить. То есть и вот сюда вливаться. То есть здесь уже такая более какая-то классическая получается бровь. И рисуем на ней. То есть здесь мы что делаем? Просто дорисовываем в пустых местах волоски, продляем условно свои, останавливаемся возле красной линии, которая для нас прям линия табу, и повторяем рост своих волосков. Причем помните, да, по периметру они коротенькие, полупрозрачные. Чем дальше, тем они могут быть жестче и длиннее, и могут менять направление. То есть я же сейчас не стараюсь прям вырисовать волоски, но мы этим займемся на следующих уроках. Тут вы сейчас должны понять, как меняется направление, и перестать бояться рисовать волоски, растущие вниз. Так, здесь у нас другая бровь, она широкая и такая агрессивная. Давайте смотреть, что получилось. То есть если вот это место соединить, то в принципе все хорошо. Можно было бы вот это место еще, например, подчистить, то что здесь парочка волосков утяжеляющих. Я имею в виду по нижнюю линию на правой брови клиента. То есть если вот таким образом убрать брюхо брови, чтобы не было таким прямым. И если еще чуть-чуть светлее сделать. Черт, нет, не получится. Ну ладно. У нас есть два варианта, смотрите, и оба, в общем-то, неплохие. Вариант с широкой бровью прям даже интереснее смотрится, на самом деле, чем вариант с низкой бровью. То есть мы всегда должны анализировать. Вот смотрите, если волосок удалить, куда он идет? То есть если удалить, никуда, он погоды не делает. То есть если вот эти волоски удалить, все нормально. А бывают волоски, которые, если ты удаляешь, он идет прям вот так в тело брови, и останется пустота. Тогда их трогать не стоит. А вот эти вот можно удалить, и как бы облегчается бровь. Но на самом деле бровь интереснее смотрится, если ее все-таки прям приподнять и даже вот эту насыщенность, например, увеличить и увести от глаза. То есть смотрите, как интересно меняется бровь. И все это мы можем сделать в татуаже путем рисования волосков другой толщины, другого цвета. Все это можно сделать, изменить очень сильно лицо клиента. И теперь кажется, что вот эта бровь, если ее закрыть, вот так вот убрать, она как будто вот та бровь маленькая, как будто она вообще не идет. Но опять, не все клиенты соглашаются на такие яркие эксперименты, но красиво нарисованным эскизом можно, не смущая человека изменением формы, показать, как это будет выглядеть. Что было бы, если бы я рисовала волоски все идущие вверх? Ну, это смотрелось бы странно, ну, прям, потому что как их соединить вместе там, где хвост? Никак. Поэтому давайте учиться рисовать волоски, меняющие направление в нужном месте. И у нас есть еще одна модель, последняя, которую мы разберем, тоже достаточно сложная. Так, у нас есть еще одна модель. У нее, кстати, волоски, с которыми можно много и в то же самое время немного, потому что они коротенькие, плотно лежащие к коже и друг к другу по отношению. И я не знаю, она их щипала и сверху, и снизу, то есть, скорее всего, там были широкие брови, но здесь можно поиграть с формами и с тем самым направлением. Итак, первое, что мы делаем, это накидываем форму, которую можно было бы ей сделать. То есть, если успокаивать ее лицо, то мы имеем верхнюю точку излома и нижнюю точку головки. И мы таким образом, просто рисуя, где у нее тут уголок глаза, непонятно, но форма хвостов такая, что нужно
повыше поднять его. То есть вот такую можно было бы форму нарисовать. Или если мы не успокаиваем ее брови, то мы расширяем. Это тоже с ней можно было бы вполне сделать. Расширяем и прорисовываем вот такую форму. Успокаиваем или не успокаиваем, это я имею в виду яркость излома. То есть вот, допустим, два варианта форм. И давайте прорисуем у нее, где же у нее тут направление, изменение направления роста волосков. Причем, смотрите, у нее на двух бровях оно как бы в разных местах хочет быть. То есть вот здесь, там ли я рисую, там. Вот здесь у нас получается, вот оно идет примерно. А здесь даже непонятно, где оно идет, потому что, смотрите, все волоски как будто хотят стремиться вот туда вверх. Так, и что же мы будем делать в этом случае? То есть в этом случае мы можем прорисовать таким образом, повторив примерно ее форму с другой стороны, посмотреть, что из этого выйдет. Некрасиво, потому что вот здесь, в принципе, вот здесь вот волоски, они могут вот сюда иметь направление, но это уже практически европейская получается укладка. То есть если мы бровь успокаиваем, давайте, знаете, что сделаем? Сейчас зря я сделала. Лучше мы на двух разных эскизах нарисуем две разные формы, чтобы было понятно, потому что лучше я покажу не два разных эскиза на одном человеке, а правильный настоящий эскиз. То есть здесь очень много работы на самом деле. Так, смотрите, сейчас я буду заполнять ее бровь. Что здесь хочется сделать? Ну, допустим, нарисовать волоски в головке, они идут вверх, здесь ничто этому не мешает. И основная работа по нижней части, то есть если я прорисовываю волоски все идущие вверх, следующий слой я тоже прорисовываю волоски все идущие вверх, но просто с небольшим наклоном. И следующий ряд тоже. То есть у нас получается такой вариант европейской брови, просто очень полого, где лежат волоски. То есть нету никакой линии, изменяющей направление. И то же самое сделаю на другой брови. Просто их нужно пересекать каким-то образом, волоски. Это все на эскизе у вас будет получаться хорошо. В данном случае вы просто должны прорисовать, будете карандашом на портретах, волоски, ну, так же, как я, не нарушая форму, создавая этими волосками форму. Ну, вот здесь вот в головке дорисуем. Давайте, чтобы было красиво. Так, ну и что у нас получилось? Убираем белый цвет, смотрим на лицо. Ну и хорошо получилось, смотрите. То есть то, что я нарисовала, даже вот эти каляки-маляки практически, они влились в ее брови. Что нам нужно сделать, чтобы еще более похоже стало, но это уже в процессе. То есть нам нужно где-то в середине добавить тень, потому что ее волоски лежат плотно друг к другу. Местами между ними, ну, как бы сливается, они сливаются между собой, кожу не видно, и получается такое ощущение большей плотности, чем я нарисовала. И вот все. У нас получилось, вообще-то, можно сказать, если оперировать названиями схем, европейская схема, где волоски все идут наверх. И давайте нарисуем еще один вариант бровей. Нарисуем новую форму. То есть если она пришла бы с запросом, что хочу, мол, шире и ярко выраженный излом, и мы бы с вами рисовали все по верхней части для нее, утолщали бы бровь, но по верхней части. Также точно сохраняя все волоски. То, что здесь очень широкий лоб, очень яркий макияж, широкий и высокий лоб, и здесь можно было бы так. То есть тут надо было бы еще ее заставить пошевелить бровями, насколько можно было бы рисовать, где надбровная дуга, и вдруг это будет слишком. Знаете, бывает иногда брови нарисованы прямо на лбу, и во время мимики это выглядит очень странно. Но допустим, что с ней это можно сделать. То есть по нижней линии проходит бровь родная, по верхней линии мы должны все дорисовать. И при том, что мы сохраним все волоски ее,
Сейчас получится у нас немножко другое направление волосков. Вы же помните, да, что наша задача все волоски сохранять? Да, вот так все правильно. То есть я захватывала и в первом эскизе, и во втором эскизе полностью все ее волоски. И теперь мы прорисуем опять линию, которая меняет направление. Вот смотрите, теперь здесь вот смотрите, вот волоски, идущие вверх, вот они условно. А вот здесь уже четкое ощущение появляется, что волоски пошли вниз. И то же самое здесь. Те же самые волоски, вот они, получается, пошли вниз. Все потому, что мы изменили форму, и теперь будем рисовать волоски, которые растут вниз по большей степени, хотя до этого на эскизе было ярко видно, что все волоски росли вверх. И дорисовываем брови. То есть здесь у нас могут быть брови такие в головке более раскидистые. Опять останавливаемся прямо у этой линии. И от линии начинаем рисовать волоски, повторяя направление ее, не какие-то супер слишком идущие вниз, но повторяя направление по максимуму, чтобы вписались все волоски ее и нарисованные слились и все выглядели едиными. И то же самое с другой стороны делаем. Кажется, что этот урок похож, но на самом деле он не похож с тем уроком, где мы все волоски сохраняли. То, что в принципе мы все волоски всегда пытаемся сохранить, и это прям должно быть как правило, которое вы соблюдаете всегда. Но здесь у нас основное это направление волосков, то есть как мы рисуем эскиз. Следующие все уроки у нас будут посвящены именно рисованию эскиза. Поэтому уже на этапе, когда мы будем рисовать эскиз карандашом и тренировать все эти движения, у вас уже не должно быть в голове никаких противоречий, куда волоски идут, зачем, почему рисовать надо туда или туда. Так, и убираем эту зону и смотрим. Ну, что я могу сказать? Тоже ей идет эта форма, и вообще она ее не портит, и с таким ярким макияжем в виде накладных ресниц все прекрасно, даже можно еще интереснее задрать ее было бы в районе излома, но там уже надо, еще раз повторюсь, на мимику смотреть. Все, понимаете, да? Давайте сравним брови одни и брови другие. Тут уже на усмотрение клиента, так сказать. То есть ей нравятся более пологие, раскидистые, ей нравятся более такие ярко выраженный излом, когда можно было бы вот эти шире сделать, можно было бы те поуже сделать. То есть это уже вопросы личных предпочтений вашего клиента и вас. Но вы должны увидеть и понять, как сильно влияет форма на направление волосков, которые вы будете рисовать. Я понимаю, что почти всем нравится рисовать волоски, которые идут наверх, но если вы научитесь красиво рисовать волоски, которые идут сверху вниз, для вас не составит труда менять форму вообще очень сильно, очень интересно. И давайте резюмируем, что мы делаем, когда перед нами клиент. Мы анализируем лицо, мы пытаемся понять, этому лицу пойдут брови раскидистые, изогнутые, широкие, тонкие. Мы спрашиваем анамнез, мы смотрим, как росли брови клиента, если там какие-то есть остатки бровей, если какие-то пеньки, пучки, там, неважно, все, что может отрасти, потому что я наблюдала огромное количество клиентов, у которых брови отрастали со временем, и если прорисуешь тщательно вот эти волоски, идущие наверх, а вырастут волоски, которые идут вниз, не будет ничего хорошего. Поэтому анализируем максимально, пытаемся встроиться в настоящую форму, в настоящий рост волосков клиентов, направление. А вот форму мы можем уже, конечно, менять, играем с формой, но опять пытаемся сохранить максимально все волоски клиента. И когда мы простроили в голове форму или, возможно, на лице при помощи линий или ниток, кому как нравится, тогда мы берем и заполняем эту форму уже волосками. Для вас будет задание к этому уроку, оно будет достаточно сложное, потому что здесь вот в этом задании сольется много уроков. Вы должны нарисовать симметричную форму, которая идет этому лицу. Вы должны изменить лицо так, чтобы оно выглядело симпатично, и еще вы должны вписать туда волоски.
я хочу, чтобы вы это рисовали без рамочек, потому что этап рисования рамочек мы уже прошли, у вас уже формы должны быть в головах, просто имейте в виду, что линии простые, прямые, верхняя и нижняя линия в теле брови, в хвосте, просто вы должны заполнить волосками, не нарушая роста волосков клиента и создать новую форму бровей именно волосками, которые никак не противоречат своим волоскам клиента. Вот такой сегодня длинный и сложный урок. Не менее сложное будет к нему задание. Встретимся с вами на следующем уроке.